Рамазан Бравый и Алена Артамонова. Или, другими словами, куда смотрела Артамонова, начиная отношения с Рамазаном Бравым. Я думаю, она смотрела куда угодно, только не на его лицо. Потому что темой нашего сегодняшнего с вами видео, нашего сегодняшнего с вами разговора являются те самые, как принято сейчас говорить, красные флаги или знаки, или лицевые маркеры, предупреждающие о том, что Рамазан – это человек, который способен создать проблемы в жизни любой женщины, не только Алены. Ну вот ей он как раз их и создал. Я снова приветствую вас на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. Я читаю лица, анализирую лицевые маркеры, анализирую, понимаете, их, и составляю психологические портреты личности. Это моя работа, она стоит денег. И меня привлек скандал, который возник вокруг расставания этой пары блогеров, Алена Артамонова, Рамазан Бравый. И сейчас уже все психологи уже обсудили тему измен, тему предательства, да, тему неверности конкретно в этой паре и вообще, в принципе, как на примере этой пары, что происходит, почему происходит, с кем это происходит, да. Я не психолог, я физиогномист, и меня интересуют совершенно другие вещи. Кроме того, у меня будут обязательно отсылки к курсу «Опасные мужчины», о котором можно вот здесь посмотреть, послушать, где есть очень подробные физиогномические и психологические выкладки на тему, как определить по лицу мужчину, который точно может принести неприятности в жизнь женщины, создать ей проблемы и даже быть потенциальным абьюзером. Это горячая тема, пожалуйста, девочки, не пропустите ее. Мой обучающий мини-курс, он очень простой, очень легко применимый на практике, но его надо пройти, выучить и применять. И тогда вы в реальной жизни поймете, как работает физиогномика. На всякий случай напомню, физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека. И сегодня мы с вами на примере лица Рамазана Бравого будем смотреть, какие же там были предупреждения, которые Алена не заметила, позволив себе отношения с этим мужчиной. Итак, поехали. Сегодня понедельник. Сегодня я его посвящу этому вопросу. Значит, давайте посмотрим на вот это фото. Мы видим здесь счастливую пару, счастье их длилось ровно 10 месяцев. Честно говоря, за такой срок, да, если мы говорим о физиологии, не успевают даже гормоны выветриться из организма. То есть говорить о какой-то любви сложно. То есть я бы сказала, что это было как влияние какой-то химии, да, либо закрывание каких-то других потребностей, о которых вслух обычно не говорят. Вот зачем люди сходятся? Зачем люди сходятся? Там в анамнезе она его полностью содержала, они жили вместе, а он ей, значит, на протяжении всех этих 10 месяцев активно изменял с другими женщинами, причем снимал видео, рассылал там, ну, в общем, вел себя безобразно совершенно на тему этики. Мы вернемся к теме этики, на тему его этики вообще нечего говорить. Вот, но давайте мы рассмотрим вполне конкретные черты лица, на которые ей нужно было обратить внимание. А вы из этого видео возьмите и себе запишите, куда вам смотреть в следующий раз. Итак, прежде всего, обратите внимание на его глаза. Если вы видели хотя бы один из нескольких официальных роликов, вываленных в сеть за прошлый год, хотя бы один, вы увидите, что у него везде глаза полуприкрыты. Вот такие вот, знаете, не открыты широко, а полуприкрыты. Что обозначают полуопущенные веки. И он практически все время ходит с этими полуопущенными веками, особенно когда он с ней разговаривает, почти всегда. Что это значит? Это значит, что человек не воспринимает реальность объективно, что он думает, что он хакнул эту жизнь. Понимаете? Он думает, что он самый умный и лучше всех знает все.
Когда он ее слушает, у него есть такая манера кивать. Кивать вот так вот, типа, ты говори, говори. Я здесь главный, и я лучше тебя знаю, что будет, как будет, когда будет и с кем будет. Понимаете? Полуприкрытые глаза, полуопущенные веки говорят о том, что человек думает, что он сильно умный, и что он лучше других и знает все лучше других. То есть, что стоит за таким отношением к себе и к другим? Вот что за этим стоит? Подумайте, пожалуйста, сами. Полуопущенные веки. Угу. Это маркер номер 1. Сам по себе он не такой уж и страшный, если кроме него больше ничего нет. Но мы идем к следующим красным флагам. А следующей парой красных, red флаги у нас будут полные губы. Он эмпат, у него очень развитые губы. Он чувствует ситуацию, он чувствует атмосферу, он чувствует своего партнера. Он вообще чувствует все, что происходит с ним и вокруг него в данный конкретный момент. С одной стороны, если это продавец в магазине, и он чувствует настроение, состояние клиента и способен в соответствии с этим вести разговор клиента к покупке, это большой плюс. Но когда вас читает манипулятор, и он видит, когда надо продолжить, когда нужно остановиться, когда надо нажать, когда попросить, когда отступить, понимаете? Таких людей не проведешь, там чувствование работает очень-очень хорошо, и мы к этому маркеру немножко позже с вами вернемся в отношении Алены, понимаете? То есть чувак, который чувствует ситуацию и очень быстро способен оценить, что происходит, и у него высокий лоб, в соответствии просчитать, каким образом ему действовать в соответствии с этой ситуацией, понимаете? Он фактически ситуацией управляет. Хотя это снаружи незаметно. Незаметно. Потому что в паре к этому маркеру у него идут треугольные брови. Смотрите, мы уже говорили с вами, что такое треугольные брови. Мало того, что треугольные, они еще достаточно высоко посажены. Это не самая большая высота, но над глазами они находятся достаточно высоко. И у него в мимике в видео часто есть жест поднимания бровей. Поднимание, вот этот жест есть. Поэтому у него вот здесь есть уголочки, потому что волосы растут на активных участках лица. Когда люди делают мимические движения, часто вот такие, здесь начинают формироваться уголочки. Что означает конкретно данная форма бровей, конкретно у Рамазана? Она означает: я доволен собой. Я знаю, что мне за то, что я делаю, ничего не будет. Он чувствует себя безнаказанным за все, что бы он ни делал. Понимаете? Безнаказанным. Он знает, что с ним никто ничего не сделает. Его не накажут. Никогда, ничем и никак. Этакий самодовольный персонаж. А теперь смотрите. Человек, который хорошо чувствует ситуацию и знает, что куда бы он ни повернул, ему ничего за это не будет, чувствует себя властелином мира, плюс полуприкрытые веки, то я здесь хозяин, то я лучше всех вас знаю. Я знаю, как все будет. Я вам сейчас это расскажу, но он рассказывает совершенно другие вещи. Обратим внимание на его говорильный резонатор. Вот эту часть, она у него очень хорошо развита. У него прямо аж вот так вот. Говорильный резонатор развивается настолько сильно, только в том случае, если человек использует очень много вербальной коммуникации в своей жизни. Выражаясь простым языком, много трындит, много говорит. И я думаю, что он натрындел Алене в уши много разных вещей. Чувствуя ее ситуацию, чувствуя ее состояние эмоциональное, понимаете? Вот он ей много чего натрындел. И я уверена, что не только ей. То есть работа языком для него это норма жизни. И он продолжает этим заниматься. То есть у молчунов, из которых слова не вытянешь, говорильный резонатор не развивается. Так, смотрите. Ко всему общему у него бритые виски.
Здесь этот маркер играет дополнительное значение и тоже скорее усугубляет ситуацию, чем на нее влияет. Но бритые виски, я уже вам рассказывала, укороченные волосы специально на височной зоне говорят о том, что человек хочет контролировать все процессы, которые происходят у него на работе, в социальной сфере, в профессиональной сфере и у него дома в личной жизни. Он все контролирует. Понимаете? Еще есть один маленький нюанс на тему нижней губы. Опять-таки, если мы поанализируем видео и фотографии в профиль, их немного, то, что мне удалось раздобыть, они в принципе это хорошо показывают достаточно. Она у него выворочена наружу, выпечена вот так. У него верхняя губа развита, он человекоориентированный, понимаете? Он ориентирован не на процессы. Люди, у которых верхняя губа тонкая, ориентированы, это технари. Это люди технического направления. Они ориентированы на процессы. Люди, у которых верхняя губа развита, ориентированы на людей. Понимаете? На людей. Для них взаимодействие с людьми является самой легкой, самой простой, самой желаемой сферой. Вот. Нижняя губа у него развита, она выпечена еще наружу вот так немножечко. Как лицевой маркер физиогномики, это обозначает то, что человек находится в поиске. В поиске. И этот поиск, судя по степени ее выпеченности, этот поиск начался не вчера, он начался давно, и он продолжается. Что такое человек в поиске? Человек может хотеть развивать себя. Человек может хотеть искать направления, где он может проявить себя. Искать направления, которые он может разрабатывать, в которых он может работать. Но точно так же человек может искать отношения и просто перебирать. Это выглядит приблизительно так. А что здесь дают интересного? А что здесь я могу получить новенького? А что здесь я вообще могу что-то получить? Вот этот поиск. Где мне можно еще взять? Где дают? Он обычно останавливается на небольшое время там, где дали, и идет дальше. Это бесконечный поиск, потому что удовлетворить это невозможно. Это, знаете, какой аппетит, вот когда ты ешь, и все равно тебе мало. Вот это состояние поиска. Ты находишь множество вещей, но тебе их все равно мало, и ты все равно хочешь другое. Возможно, именно эта характеристика отразилась на том, что он спал с большим количеством женщин, ее подруг, ее там каких-то знакомых, потому что он искал. Он не мог на ней остановиться, она не могла ему дать то, что он хочет в нужной степени. Вот, поэтому он искал. Вернемся к бровям. И сейчас есть еще один момент, важный момент. Каждый маркер сам по себе может не иметь большого или сильного влияния на общий портрет человека. Но когда в одном человеке сходятся несколько маркеров определенных, вполне конкретных, это вместе создает набор характеристик и вполне конкретный психологический портрет личности с определенными наклонностями. Широкие брови, обратите внимание, широкие брови. Мы говорили о том, что они домиком, треугольничками, но они еще у него широкие и густые. Это очень сильный, очень мощный сексуальный темперамент. Развитые губы хотят эмоциональной близости, хотят эмоций, могут подарить эмоции. Понимаете? Это человек эмоциональный. Поэтому плюс у него короткий подносовой желобок. Это важно. Потому что здесь идет очень мощная связь разведки, интуиции и чувствования ситуации. И в итоге, знаете, что получается из всего этого? Человек с очень сильной потребностью в сексе хочет и будет ее удовлетворять тогда, когда он этого хочет. И с теми, с кем он этого хочет. Потому что с этической точки зрения он чувствует себя безнаказанным абсолютно за все, что он делает. Он считает, что ему можно. Мощный сексуальный темперамент, безнаказанность, безответственность, потому что брови у него над глазами достаточно высоко. Он снимает с себя ответственность со всего, что он делает. Вот это, знаете, как люди поднимают брови в трех ситуациях. Страх, страх, вот это, удивление и деланное удивление. Когда глаза неподвижны, а брови идут вверх. Ах, да? Ах, да? Прости, я не подумал. Прости, я не знал. Понимаете разницу? Вот последнее – это его случай.
Плюс, чувствуя ситуацию, он ею управляет и все, как мы помним по вискам, контролирует. А для того, чтобы запудрить мозги, он использует свой активный говорильный резонатор. Ну, выражаясь простым языком, умеет красиво и много сказать. И вот это вот все в одном человеке, который в итоге изменял на протяжении 10 месяцев Артамоновой, и она говорит о том, что ничего об этом не знала. Портрет Рамазанова все поняли, да? По поводу мимики тоже вот есть видео, где хорошо показана мимика. У них это видео называется «Как мы общались» типа из серии «На первом свидании, на первых встречах». Но у него уже здесь лицо, вот вся мимика лица говорит: дорогая, я тебе ничего не обещаю. Я не могу и не хочу тебе ничего обещать. Я безответственный негодяй. Это то, о чем говорит его мимика. Но то, как она восприняла все это, вот сейчас давайте 2 слова про Алену. Я бы сказала, что в этой ситуации он, конечно, виноват, потому что он поступил безобразно по отношению к ней, а у них сначала отношения были без обязательств, а потом они договорились быть парой. Понимаете? То есть уже появились обязательства. А обязательства — это по меньшей мере верность. Нет? Или это не входит уже, когда люди договариваются 2 человека быть парой? Смотрите, я считаю, что у нее ответственности за эту ситуацию не меньше, потому что она проигнорировала все вот эти вот сигналы, что сюда нельзя, будет больно и обидно. И зашла в эти отношения, понимаете? Более того, у нее развитые губы, обратите внимание, она тоже эмпат, и она тоже чувствует. Честно говоря, я не верю, что она прям совсем ничего не знала. Я бы, посмотрев ряд материала, сказала так, что либо это очень была хорошо тонкая игра, хорошо сыгранная с отличным актерским мастерством и заранее продуманный ход, либо эмоций здесь на тему гнева и всего остального слишком много. Почему? Потому что у нее большие глаза, и она вначале позволила себя обмануть. Она его придумала, она для всех его выставила идеальным мужчиной, которым он не являлся вообще никогда. Там даже нет предпосылок к тому, чтобы он был идеальным мужчиной. Любящим, заботливым, да ладно, надежным. У него на лице нет ни одного признака надежности, чтобы вы понимали. Ни одного. Вот. Но она, обладая большими глазами, а значит, будучи склонна к иллюзиям, к фантазиям, к проживанию, знаете, как в фэнтезийном мире, оторванным от реальности. Она просто создала себе эту фантазию, поверила в нее и приписала ему те характеристики, которых у него на самом деле никогда не было и они никогда уже не появятся. Вот, поэтому она сама обманула себя, то есть она дала себя обмануть, а потом ой-ой-ой, ай-яй-яй, и она рыдает, и как это может быть? Да как? Да очень просто, это было понятно с самого начала. Вот что происходит с людьми, которые не знают физиогномику и не знают значения вполне конкретных лицевых маркеров. Я думаю, что многим из вас было понятно, интересно и полезно посмотреть это видео и немножечко подумать и сложить у себя в голове, кто несет за это все ответственность, да? Мы не говорим ни про какую любовь. 10 месяцев эта химия еще из крови не выветрилась, если она вообще там была. То есть люди, которые хотят быть обманутыми, они обманутыми будут. Но те, которые учатся читать лица, как когда-то научилась я, и теперь вычисляю опасных мужчин, о которых я говорила в самом начале своего видео, просто за 5 секунд посидела, посмотрела, он еще рот не успел открыть, я уже понимаю, о чем сейчас пойдет речь. И я уже время не трачу на тех, кто мне однозначно либо принесет какие-то неприятности, либо просто мне такие люди не подходят. Понимаете? Ставьте ваши лайки, делитесь этим видео, делитесь моим каналом, делитесь своими впечатлениями, своими мыслями, своими комментариями, пожалуйста, под этим видео. Я хочу знать, что вы на этот счет думаете, и понравился ли вам мой подход как физиогномиста. Я, Елизавета Царькова-Голофаст, приглашаю вас стать моими подписчиками и продолжать следить на моем канале за лицевыми разборами разнообразных, скандальных и просто известных на весь мир личностей. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч и всех обняла.